Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 13 февраля, выпуск промежуточный. Мы с вами работаем уже по устоявшемуся графику. Я уверен, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно знают, что с понедельника по четверг мы проводим промежуточные выпуски. В пятницу я отвечаю на ваши вопросы, и в воскресенье мы проводим выпуск «Итоги недели» с Сергеем Жирновым. Я надеюсь, что звук был прекрасный на прошлых итогах, и знаю, что вы уже отреагировали по этому поводу, поэтому большое спасибо. Так, давайте перейдем к темам сегодняшнего дня. Ну, во-первых, давайте обсудим замечательного в кавычках человека Евгения Пригожина. Обнуляют его ЧВК, обнуляют чем дальше, тем больше. Нейтрализуют его политическое влияние, нейтрализуют его физическое влияние, и в том числе на саму ЧВК, и на возможности его влиять на события на фронте. В этом случае для Пригожина остается только одно. Конечно, продолжать пиариться. В плане пиара он довольно неплохо реализует свои амбиции, но не более чем. Несколько был переоценен Пригожин, именно за это он и поплатился. Переоценили его практически все без исключения, включая президентское окружение, и, конечно же, Пригожин за это довольно серьезно поплатился. Тем не менее, он продолжает пиариться. Сегодня вышли несколько роликов. В одном из роликов якобы ликвидировали одного из членов ЧВК. В другом ролике этот свежеликвидированный член ЧВК снова оказался жив. Там какой-то человек, мужчина 44 лет, если не ошибаюсь, который попал в плен в Украине и который был возвращен по обмену. Пригожин занимается, конечно, сущей ерундой. Ему опять-таки надо постоянно находиться на поверхности, надо находить информационные поводы для того, чтобы о нем говорили, для того, чтобы о нем вспоминали. Вспоминали, конечно, в трэш-контенте, в таком контенте, который раздражает. Конечно, в этом он, можно сказать, преуспевает. И вот опять он на слуху, опять ему удалось подарить, опять-таки в кавычках, я надеюсь, что вы понимаете мой сарказм, подарить инфоповод, и вот информационное пространство опять будоражит, то ли ликвидировали кого-то, то ли не ликвидировали. Пригожин на этом, конечно, пытается пиариться, но при неимении более достойных поводов пользуются тем, что есть под рукой. И в этом смысле стоит отметить, что, наверное, все-таки рано еще сбрасывать его со счетов. Будет искать, я даже практически не сомневаюсь, что еще, скорее всего, найдет себя в контексте нынешней российской политики, по крайней мере, будет предпринимать усилия в этом направлении. Забвение для него подобно смерти. Все прекрасно понимают, что утратит он свое даже чисто информационное влияние, как жизнь его перестанет стоить сколько-нибудь. Так, давайте перейдем от Пригожина к другим темам. Другие темы также не менее интересны, не менее забавны и не менее поучительны. Венгрия отправила министра иностранных дел Питера Сиярта, или Сиярто, точно, честно говоря, опять-таки с ударением не могу сказать, потому как в контексте не слышал, как правильно звучит его фамилия. Но отправился этот замечательный человек в Минск для того, чтобы обсуждать с режимом Лукашенко мир в Украине. Выглядит, конечно, комично, выглядит забавно, опять-таки, если бы не было так печально.
Путин приложил максимум усилий для того, чтобы дернуть за тестикулы Орбана. И Орбан, конечно, реагирует, по-другому и быть не могло. У Путина достаточно много компромата, компромат достаточно весомый, коррупционные схемы с преступными группировками российскими у премьер-министра Венгрии достаточно серьезные отношения и достаточно серьезно погряз по самое не хочу. Теперь приходится выкарабкиваться таким интересным способом, делая реверансы Путину, делая реверансы Кремлю. Уверен, я уже опять-таки неоднократно говорил, что поплатиться нет никаких сомнений. Негодяй. Также в этом же контексте хочу отметить, что Австрия отказалась обучать украинских военных. Ну, отказалась, да отказалась. Это только говорит о том, как много влияния Кремля на Австрию до сих пор. Выглядит, конечно, мерзко, честно говоря, мерзко. Мерзавцы форменные. Не понимать, где есть зло, а где добро в столь однозначной ситуации. Это, конечно, не делает чести ни венгерскому, ни австрийскому правительству. Так, далее у нас обсуждение будущего послания президента России Владимира Путина. Широко освещается эта тема, уже анонсировано послание. Сейчас Путин встречается с главами фракций, пытается там о чем-то договориться, какие-то обещания, наверное, дать очередные. Я только не очень понимаю, зачем, да и кому. Все это, конечно, чистая формальность. Во-первых, Путин никогда не выполняет все те обещания, которые даны столь незначительным людям. Ни главы фракций, ни уж тем более депутаты рядовые для Путина не являются фигурами, перед которыми надо соблюдать, надо держать слово. И, конечно, любое общение с Зюгановым, с кем бы то ни было, это все, конечно, чистая формальность. С Зюгановым вообще сегодня Путин наговорил 40 бочек арестантов. Полный бред такой. Чем дальше, тем, по-моему, у человека все больше сдвиг происходит. И, по-моему, все меньше он себя контролирует. Какую-то ерунду полную несет. Стыдно не то, что смотреть, слушать стыдно. Уши, как говорил один мой знакомый, заворачиваются. Так, у нас еще есть Стрелков, которые регулярно комментируют разные ситуации. И в этом контексте надо сказать, что Стрелков, несмотря на огромное количество подписчиков, у него там только в Телеграме где-то порядка 800 тысяч подписчиков, все же надо представлять, что особой силы все-таки не представляет. Все его призывы делать, то есть совершать или иные действия, вплоть до помощи и сбора средств там на портянки, на трусы, на носки, это, конечно, выглядит смешно, и суммы, которые он собирает, просто смешные, Я говорю для того, чтобы вы поняли, что ура патриотические элиты, да и вообще ура патриотические силы в российском народе мизерны. Иначе, конечно, было бы все совершенно по-другому. И Стрелков одним своим призывом собирал бы неимоверные суммы для обеспечения нужд, даже хотя бы тех подразделений, о которых он заботится. Он не может собрать на 3 носков, на 5 трусов. Перестаньте. Нет никаких ура-патриотических сил, нет никаких ура-патриотических движений, никто ничего. Если война закончится здесь и сейчас, и Россия выведет войска, ни один, извиняюсь, хрен не вылезет и ничего толком не скажет. Все будет тихо, мирно и спокойно. Нет никакого влияния у этих людей. Поэтому
По крайней мере, с этой стороны можно не бояться. Мир практически гарантирован. Я имею в виду после заключения мирных соглашений смуты не будет. Остается только дождаться. Остается только дождаться, когда они будут заключены. Так, мы с вами уже 10 минут в эфире. Я напомню, что у нас регламент промежуточных выпусков 10-12 минут. Я скажу, что у нас на этих выходных появились замечательные поводы для оптимизма. Сегодня мне практически полностью подтвердили эту информацию, которая до нас постепенно приходила в выходные. Я вам хочу сказать, что пока не могу анонсировать полностью, но хочу сказать, что поводы для оптимизма более чем существенные, более чем. Все идет по плану, а значит все замечательно. Так, на сегодня большое спасибо. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Подписывайтесь на наш Patreon. Там я отвечаю практически на все вопросы, которые вы задаете. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.